Всем привет! Вы на канале Danlex Realty, и сегодня мы будем отвечать на ваши вопросы, которые вы оставляете в комментариях под нашим видео. Меня зовут Марина, и теперь поехали. Марина, почему в обзорах не всегда указана цена? Как нам ориентироваться в стоимости, если она постоянно меняется? Это один из самых частых вопросов в комментариях. Во-первых, приношу вам свои извинения за то, что не всегда в видео я проговариваю стоимость объекта. Во-первых, иногда меня просто несет. Мне хочется столько выдать вам информации, и зная о том, что под видео будет размещена ссылка на объект, я не указываю цену. То есть вы можете перейти внизу в описании, увидеть ссылку, перейти по ней и увидеть все технические характеристики. Количество спален, размер участка, размер дома и стоимость объекта. Но я буду исправляться и буду стараться отслеживать и называть цену в видео. Также я иногда сознательно не называю цену, потому что, вы понимаете, цена может меняться. И если я ее озвучу вам в видео, вы будете основываться на этом. Цена, когда меняется, она изменяется на сайте. В видео, когда я уже это произнесла, мы не можем его переписать и быстро поменять цену, как вы понимаете. Поэтому вообще в целом, наверное, даже правильно будет не указывать цену в разговоре с вами через экран. А перейдя по ссылке, вы всегда увидите актуальную цену на тот момент и тот день, когда вы будете смотреть наше видео. Сколько на самом деле стоит содержание виллы в год? Налоги, коммуналка, садовник. Это очень обширный вопрос, на него не будет однозначного ответа. Потому что начну с налога на недвижимость. Налог на недвижимость называется ИБИ. И у нас о нем, кстати, есть ролик на нашем YouTube-канале. Ссылку где-нибудь мы оставим здесь, она у вас на экране появится. Так вот, налог ИБИ, он рассчитывается от кадастровой стоимости, не от рыночной. Кадастровая стоимость значительно ниже рыночной. Она привязывается к размеру участка, к размеру дома и к году постройки. Чем новее дом, тем выше, чуть-чуть выше будет налог на недвижимость. Четкого ответа нет, сколько вам обойдется этот налог. В одном и том же поселке, на одной и той же улице, соседние дома могут иметь разную сумму налога. Коммунальные платежи, вода, электричество, если есть газ, все зависит, конечно же, от вашего потребления, от того, в каком регионе Испании вы покупаете. И есть регионы, где, например, с водой сложнее, чем в других регионах. Соответственно, там вода может стоить дороже. Например, в том месте, где я живу, у нас вода стоит значительно дешевле, чем ближе к побережью, потому что у нас очень много минеральных источников, много воды, и, соответственно, мы за воду, как жители поселков и города, платим значительно меньше, чем там в Лорет-де-Мар, Плая-де-Аро или в других городах побережья. В Барселоне тоже стоимость воды отличается. Она стоит чуть дороже, чем на побережье в некоторых местах. Если вы покупаете какое-то коммерческое помещение и будете организовывать там бизнес, вы должны понимать, что ставка на коммунальные платежи на коммерческую недвижимость всегда выше, чем на жилую. Поэтому здесь, повторяю, нет точного ответа, сколько вы будете платить. При разумном потреблении на семью, например, из 3-4 человек, вода у вас может стоить 50 евро в месяц. Электричество, опять же, в зависимости от сезона. Летом, вот сейчас у нас такая жара, под 40 градусов, кондиционеры не выключаются. Да, вы можете заплатить и 100, и 200. Зимой вы заплатите те же 50 евро в месяц. Поэтому все варьируется, исходя из вашего потребления. А теперь любимая тема. Сколько вам будет стоить обслуживание сада и бассейна? За это меня очень не любят русскоязычные и садовники, и агенты, и все вместе взятые. Если вы нанимаете нашего садовника, он может вам обходиться значительно дороже испанца. Маленький пример. У меня были клиенты, которые, приходя в дома, сразу спрашивали, сколько стоит садовник. И ответ был такой, 1000-1200 евро, потому что дома, в которые мы приходили, ими были отобраны, они все были от владельцев с постсоветского пространства. И, соответственно, садовники у них были все тоже русскоязычные. Но вот мы приходим в очередной дом, прекрасный ухоженный сад. Они спрашивают у девушки, которая присматривала за домом, она была из Украины, сколько стоит садовник? Она говорит, 300 евро. Они говорят, как так? Вот мы все дома смотрим, везде 1200 евро.
Она говорит, потому что садовник испанец. Отвечаю всем тем, кто мне сейчас напишет, что испанцы не умеют работать. Включайте всегда критическое мышление. Вот вы, когда выбираете дома от испанцев, от голландцев, от немцев, от французов, вы приходите в их дома и говорите, вау, какой ухоженный сад, как красиво. Но неужели вы думаете, что во всех этих садах работают наши? Нет, работают испанцы. Так значит, испанцы умеют работать. Нужно просто уметь найти правильного садовника. Правда ли, что к цене объекта нужно прибавить еще 15% на налоги и оформление? Расскажите подробнее о скрытых расходах при покупке. Моя любимая тема. Особенно последняя часть про скрытые расходы. Вернее, про скрытые сборы. Начнем про оформление. Не совсем так. Налоги высокие, но вряд ли они у вас поднимутся до 15%. Смотрите, налог при покупке вторички у нас называется ИТП, переход права собственности, и он составляет 10%. Но с недавних пор налог ИТП в Каталонии стал прогрессивным. До 600 тысяч вы платите 10%, 600-900, вот от этой разницы в 300 тысяч с вас возьмут 11%, 900 полтора с вас возьмут 12%, опять же вот от этой разницы, и все, что свыше полтора, это будет 13%. Поэтому мы ориентируемся на базовые 10, а в зависимости от того объекта, который вы выберете, его стоимости, уже рассчитывается окончательная сумма налога. Если вы покупаете без ипотеки, у вас к этому прибавляются только расходы нотариуса и реестра. Это набежит еще где-то в районе 1%. Итого у нас получится при грубом просчете 11%. Это при покупке вторичного жилья. И если вы покупаете новостройку, к этим 11% вы должны еще прибавить налог, так называемый, с юридических актов, который взимается исключительно с новостроек. Это еще 1,5% в Каталонии. В каждой провинции он разный. Где-то есть 1,2%, в Каталонии 1,5%. То есть к 11 мы прибавляем 1,5%, у нас получается 12,5%. И если вы оформляете ипотеку, вы должны прибавить еще 1% максимум, который с вас берет банк за открытие ипотеки. Итого у нас получается 13,5%. Видите, в 15 мы вписались в 15%, даже у нас еще с вами осталось 1,5% про запас. Какие скрытые расходы обычно присутствуют в сделках? Это так называемое сопровождение сделки или покупка под ключ, которую сейчас очень активно предлагают мои русскоязычные коллеги. Это не что иное, как скрытая комиссия агентства. Не устану повторять, если вам действительно нужна грамотная юридическая поддержка для проведения сделки, то вам нужно обращаться к адвокатам, нанимать собственное же агентство для проведения сделки, для проверки ее чистоты, я считаю, что это глупо. То есть, если вы мне доверяете, я вам сделку проведу и так. Если вы мне не доверяете, вам нужна перепроверка, так это глупо платить мне за то, чтобы я это проверяла. Адвокаты испанские от суммы покупки берут максимум 1%. А вот эти вот скрытые расходы, завуалированные комиссии, называй их как хочешь, но это завуалированная комиссия. Они всегда у наших русскоязычных агентств составляют 3% плюс НВС. Поэтому вот от этих скрытых расходов вы можете избавиться, просто найдя агентство, которое работает по общепринятой испанской схеме. Например, обратившись к нам, если вы ищете недвижимость в нашем регионе. Но поверьте, мы не единственные на рынке из русскоязычных агентств, которые работают нормально и корректно. Какая сейчас минимальная стоимость квартиры у моря, которую реально стоит покупать для себя, а не для собачьей конуры? Очень интересный вопрос. Потому что у нас есть обзор на виллу, тоже можем оставить здесь ссылку. Она, кстати, уже продана. И продана благодаря нашему YouTube-каналу. Так вот, там была собачья конура на зависть не только собакам, но и нам двуногим. Очень комфортабельная, потому что в ней был установлен кондиционер, облицованная мрамором травертина и с собственной такой площадкой для выгула.
Вот. Поэтому собачьи будки в Испании бывают разными, так же, как и квартиры. Но если серьезно отвечать на этот вопрос, невозможно, я не смогу вам назвать цену, и я была бы плохим профессионалом, если бы я вам сказала, вот за такую-то сумму вы купите квартиру возле моря. Цена определяется локацией. Сравнивать стоимость квартиры в Барселоне или, например, где-то в Торревьехе, в Марбее или на Коста-Браво в Lloret de Mar, ну как их можно сравнивать? Это разные точки, это разные города и разный уровень цен, разная степень ликвидности. Чем ликвиднее место, тем дороже цена. И если из тех городов, что я перечислила, Барселона будет на первом месте по ликвидности, но и по стоимости тоже. Но от квартир в виде собачьей конуры, если у вас небольшой бюджет, вам не избавиться, потому что чем ниже бюджет, тем больше шансов поселиться в собачьей конуре. Таковы реалии. Реально ли сейчас заработать на покупке квартиры с котлована в Испании? Какой процент прибыли можно ожидать после завершения стройки? Мой любимейший вопрос. Любимейший. Я не устану про это говорить. Если без прикрас, а вот так реально смотреть на вещи, вы ничего не заработаете при покупке с котлована. Как профессионалу мне противно видеть такую рекламу, когда вас разводят на покупку через мнимый заработок, да, там 30-40%. Это нереально. У нас, кстати, есть Reels, миф о новостройках, как-то так он называется, где я буквально за минуту его развенчиваю. И вы увидите в реальности, не поленитесь, найдите. Я не знаю, можно ссылку на него оставить или нет, но посмотрите, я думаю, вам станет все понятно. Даже при хорошем раскладе, если вам действительно удастся перепродать новостройку, которую вы купили с котлована, максимум, который вы заработаете, и учитывая обещанный прирост застройщиком 30-40%, вы заработаете в районе 5%. 2 года ожидания мы делим на 2, у нас получается по 2,5% в год. Вот смысл такого ожидания. Мало того, максимальное количество новостроек находится на юге Испании, например, в районе Бенидорма или Аликанте. Рынок сугубо иностранный. Европейцев там много покупают, но испанцев практически нет. Они есть, конечно, но в меньшей степени. Соответственно, этот рынок не нестабильный. И мы это уже пережили в 2008 году. Вся зона Аликанте рухнула в январе 2008 года, когда наступил финансовый мировой кризис. Рынок Барселоны, например, начал снижаться постепенно, и такой провал максимальный был достигнут в 2010 году. То есть рынок Барселоны снижался 2 года в противовес рынку Бенидорма, который рухнул за 1 месяц. Или там в Торревьехе то же самое ситуация была. Поэтому, понимаете, здесь нужно оценивать не только сколько вы можете заработать, а сколько вы можете потерять. Об этом не стоит забывать. Ну что, я на этом буду с вами прощаться. Спасибо вам большое, что задаете такие интересные вопросы. Ждем еще. Будем продолжать эту рубрику, потому что я вижу, что по даже тем вопросам, которые мы сегодня с вами разобрали, я вижу, что вы серьезно относитесь к покупке недвижимости. С вами была Марина. Вы на канале Дамлекс Realty. Не забывайте подписываться на нас, нажимать на колокольчик и пишите новые вопросы. Пока-пока!